Всем привет! С вами снова Мила Михаленко. Сегодня я с вами с хорошей новостью. Хочу поделиться. Наконец-то я сдала на CDL, на коммерческие права. Ура! Кто молодец? Я молодец. После 3 попыток я, в общем-то, стала профессиональным трак-драйвером. С чем меня можно поздравить? Я приобрела новую профессию. Я не могу. За 2 месяца. 2 месяца марафона, 2 месяца боли, жары, усталости, отчаяния. В общем, все, что можно было там пережить, я там пережила. Если бы не муж, я бы, конечно, наверное, даже не закончила это дело. Но, в общем, я сдала, с чем я себя и поздравляю. Вот. Я снимала промежуточное видео, где я была первый раз расстроена, когда не сдала. Потом сняла второе видео, где я второй раз расстроена и не сдала. И я решила, что я не буду выкладывать это в сеть, потому что, в общем-то, мне не хотелось делиться негативом, расстройством и плохими эмоциями, потому что на самом деле было очень тяжело, трудно, и я думала, что у меня не получится. До конца, конечно, я верила, что я сдам, но уже настолько я была расстроена, вот. Но последний раз шла уже на экзамен такая самоуверенная, достаточно, даже вот дерзкая такая очень уверенная. На что мне инструктор сказал: вы очень профессионально водите машину на механике, я желаю вам удачи, вы первая женщина, с которой мне было спокойно ехать. Поэтому я очень сильно загордилась этим. Вот. Что могу, немножечко расскажу по поводу того, что происходило. Кто-то, если не в курсе, 2 месяца назад мы уехали в Сакраменто сдавать на права на грузовую машину, на получение CDL. Это коммерческие права. Там ходило достаточно много позиций для того, чтобы сдать этот экзамен. И я скажу вам, что действительно очень много всего, много в один день всех вот этих эмоций, много этих переживаний. Скажу, что входило. Pre-trip inspection – это все узлы, все детальки вокруг машины надо было рассказать с самого начала под капотом, вокруг обойти весь трейлер, всю сцепку, все на английском, все показать, рассказать. Я, может быть, сниму даже pre-trip, сделаю отдельное видео, если понадобится, но их очень много в интернете, и я думаю, что мой не будет исключением, поэтому, посмотрим, может быть, даже и сделаю. Вот. Потом, когда инструктор проверяет у тебя свет, кстати, после Сакрамента здесь очень холодно, в Сан-Франциско, но я балдею от того, что здесь влажно, вот, потому что там было 44, а здесь 12, вот, и поэтому как-то так зябко. Вот. После того, как инструктор проверяет свет, нужно было сдать внутри Cup Inspection, рассказываешь все в кабине, каждую детальку, в общем, все там, как от зубов должно отскакивать, как стихотворение. Ну, а дальше начинается самое, думаешь, все, слава богу, это сдала. Дальше начинается аэробрейк-тест. Это 7 тестов на тормоза, давление, все приборы и так далее. Это, в общем, достаточно сложные те тесты. Почему они на них валят? Как валят? Они спрашивают, что это значит, а почему так, а почему не вот так. И в итоге люди теряются, во-первых, сначала не понимаешь вопроса, во-вторых, в ступоре, потому что ты действительно не знаешь почему, почему. И в итоге это достаточно сложный тест. Я его сдавала все 3 раза, потому что если ты что-то не сдаешь, то аэробрейк сдается всегда при повторной сдаче. Вот. После того, как ты сдал аэробрейк, вздохнул, слава богу, сдал. Значит, ты едешь на площадку. До площадки надо доехать минут 10-12 по городу. И тогда инструктор смотрит, насколько ты профессионально управляешь машиной, насколько ты это делаешь, насколько ты умеешь это делать, и умеешь ли вообще. Вот. Вот как раз на этом этапе очень многие тоже не проходят этот этап до скиллсов, они доезжают до площадки и едут до DMV, потому что даже на площадку не заезжают. Были такие случаи при мне. Приехав на площадку, он выходит и говорит, куда тебе ехать, в какую сторону, влево-вправо, и ты начинаешь делать фигуры. Это тоже очень такой момент, когда площадка разлинована не совсем правильно, она под наклоном, она там под углом.
и это тебя начинает путать с самого начала. Ну, в общем, 3 фигуры нужно сдать. Это стрекбэк, это значит назад, туда-обратно. Потом дальше, значит, переход из соседней линии в другую линию. Офсет называется. И дальше кому что доставалось. Кому доставался алидак, это залом на 90 градусов, а кому параллельная парковка. Практически все делали там параллельную парковку. Мне эта фигура очень нравится, она для меня почему-то казалась самой легкой. Именно на ней я и заваливалась оба раза. Ну, в общем, 3-й раз я уже сделала, я поняла свою ошибку, я поняла, почему у меня не получалось, потому что приезжала несколько раз на эту площадку, пыталась разобраться, делала работу над ошибками, пыталась достучаться, докричаться до всех своих учителей, тренеров, до коллег. Я говорю, покажите мне, покажите, почему. И у меня заезжает это колесо сюда. Вот. Ну, в общем, мне все рассказывали, показывали, и 3-й раз я прям тютелька в тютельку, прям вот с места в этот бокс заехала. Конечно, трудно, конечно, тяжело, я теперь понимаю, какой пласт был поднят, да? Вот. Далее, это еще не все. Ты садишься вся мокрая, как мышь. Фу, слава богу, получилось. И он говорит, а теперь мы едем в город. 2 круга, большой или маленький. Меня гонял и по большому, и по маленькому. Ему понравилось, как я его возила. Он так прикимарил, немножечко посидел. У них часовая оплата, им все хорошо. Что они сидя, служба идет. Вот, и я настолько, видимо, плавно и ровно его везла, что он с кофеечком сидел и так, ну, глазки начал закрывать. Хороший мужичок был, вот. В итоге я привезла его, я его будила только тем, что говорила все знаки, там, speed limit 35, speed limit 55, вот такой, yes, галочки ставил, вот. В общем, проехала, прокатила его, ему понравилось, вот. И я почему-то была уверена, что все, я сдала, и я его даже спрашивать не стала. Я говорю, it's okay, он говорит, very good. Так что поздравьте меня, я с новой профессией, я теперь почти что тракер, ну почему почти, уже, наверное, тракер. Ну как только пройду стажировку. Самое смешное, что все только начинается, самый тяжелый, самый трудный путь только еще впереди. Но скажу вам так, очень интересно, очень хочется попробовать, что будет дальше. А как будет дальше? Потому что, ну, уже чувствуешь, когда ты понимаешь, что ты уже можешь, что ты уже что-то умеешь, когда тебе это начинает уже быть в кайф, то, ну, конечно, хочется попробовать, как там дальше. Вот. Сейчас у меня выбор такой, что несколько компаний предложили. Я сейчас жду пластик, который придет мне, пластиковые права придут по почте. И как только я получу пластик, я уже буду выезжать на стажировку. Скорее всего, наверное, это будет Чикаго. Не знаю. Вот. Значит, что я могу вам сказать по своим ощущениям? Какие уроки я из этого извлекла? Первое. Никогда не сдавайтесь. Я сдавалась раз 5, наверное, и думала, все, нет, это не мое, я не буду, я не хочу, и вообще это не женское дело. Вот. Оказывается, очень много девочек ездит, очень много женщин сдает, и со мной сдавала несколько женщин, то есть там все в порядке с этим, и дамы, скажу вам так, наверное, относятся более серьезно к этому, чем мужчины, потому что все с бумажками такие, все серьезные. Вот. Ну, в общем, не сдавайтесь, почему? Бросив на полпути, ты никогда не узнаешь, что могло бы быть дальше, что получилось бы дальше. Это первое. Второе, вы не представляете, я была настолько горда и счастлива собой, что я это сделала. Во-первых, у меня ощущение самоуважения просто вот зашкалило. Я плечи расправила, я была горда собой, что я наконец-то это сделала. Вот. Да, это трудно, это очень тяжело, это переживания были, наверное, у меня сравнимы. Ну вот я только с родами могу сравнить такое переживание. Когда страшно, боишься, но надо. И ты понимаешь, что дальше обратно пути нет. Тут то же самое. Вот. И такое же счастье, вот такое же облегчение, наверное, я испытала тогда, когда он сказал, пойдемте получать лайсенс. Я вот. Почему это важно? Я, наверное, сейчас скажу вообще вот простейшую вещь, но
я себя начала уважать еще больше. Почему? Не только я, все мои коллеги, которые с нами обучались, они, в общем-то, все были, ну, реально, как бы, удивлены, потому что женщины, ну, как бы, в их понимании, ну, наверное, часто сдаются, я не знаю. Вот. Я сама, честно говоря, была удивлена, потому что дошла до конца. Но я говорю, если бы не муж, я бы, наверное, уже давно бы все бросила. Вот. Потому что, ну, наверное, в самые трудные моменты именно он меня поддерживал, говорил мне какие-то вещи, которые меня двигали вперед. Вот. Сейчас он уже, кстати, 2 недели отстажировался, была у него и механика, сейчас уже на автомате. Вот. Он уже получает экспириенс, и скоро я присоединюсь, поэтому где-нибудь на стоянке мы встретимся. Я очень надеюсь. Вот. Ну, собственно говоря, дальше что? Вывод такой, что нельзя складывать, наверное, руки, лапки, как бы, да, и смиренно ждать, потому что это не та страна, где ты чего-нибудь дождешься, сидя на попе. Приходилось руками, ногами, локтями проталкиваться, выгрызать зубами то, что мне нужно было, выдирать с корнями, с нервами, со слезами где-то даже. То, что мне было необходимо, то, что мне было просто необходимо как воздух. И если бы я сидела и ждала, я бы ничего не дождалась. Вот только вот опыт, терпение, вот опыт, как это, практика, еще раз практика. Все, больше ничего. А это, представляете, жара 44 в тени, а надо прийти на площадку, от которой, знаете, не то, что там пар идет, а она плавится просто под ногами. И вот, конечно, думаешь, какого фига я тут делаю? Что я тут делаю? Жарень, ты ничего не соображаешь, а тут надо что-то делать. Кстати, кондишн в машине не работал до последнего, поэтому бедные экзаменаторы, они в такой жаре плавятся в этой кабине, в которой мы приезжали. Это просто, не знаю. Вот. Ну, особую отметку хотелось бы сказать о школе. Я очень много думала сказать негатива там и так далее. Но сейчас, уже прошло какое-то время, скажу так, что все мы учимся, все мы проходим какой-то путь, все мы, наверное, стараемся быть чуть лучше или другими. И слава Богу, что люди прислушиваются, что люди как-то двигаются, да, что что-то делают. Тоже касается и школы, в которой мы учились. Вот. Как ни крути... Так, что-то у нас тут такое подъехало. Вот. Как ни крути, спасибо им большое за тот колоссальный опыт, который мы получили. Да, это было нелегко, это было очень нелегко, Коля. И я скажу тебе одно, что, ну, в общем, все было хорошо. Вот. В общем, спасибо всем огромное за то, что принимали участие во всем этом. Вот. Как только что-то будет у меня меняться в моей жизни, я обязательно сниму еще видео. Вот. Не сдавайтесь, идите к цели, и все получится, потому что после этого ощущаешь себя на 7 небе от счастья. Ты ощущаешь себя такой великой, такой всемогущей, что ты можешь теперь абсолютно все. И это реально так, это работает. И, наверное, вот ради таких моментов стоит жить, наверное, ради таких моментов стоит идти к чему-то, что-то пробовать, что-то, ну, когда-то что-то получается, что-то нет, но тем не менее не сдаваться. Вот. Поэтому следующим этапом, наверное, будет немножечко поездить, посмотреть, как что, где, как. Вот. Ну, а потом, наверное, пойти учиться. Опять пойти учиться. Вот. Конечно, нужен английский, конечно, нужен язык. Вот. И очень надеюсь, что я его подтяну за это время. А так, в принципе, то, что даже вот смена погоды уже красота. То есть, когда прохладно, влажно, это так здорово. Океан, конечно, притягивает, и без него никак. Вот. Ну, вот, собственно говоря, все, что я хотела вам сегодня сказать, и то, чем хотела поделиться.
Конечно, я еще не много